Здравствуйте, дорогие мои подписчики, дорогие мои друзья. Меня зовут Василий Шевчук, и я приветствую вас на моем канале. Желаю всем крепкого здоровичка, огромных знаний в системах Android, и тем, кто желает приобрести эти знания, вы попали на правильный канал. Канал, посвященный Android TV приставок, прошивок и ПО для системы Android. Ребята, сегодня речь пойдет вот об этой приставке TOX 1. Об этой приставке технические данные вы можете посмотреть. Есть очень много обзорщиков. Я вас не буду мучать этими техническими данными. Как вы видите сейчас, вот прекрасная музыка, релакс. И наш бокс сейчас подключен к телевизору. Я вам покажу сегодня, сделал прошивку на базе OSP, стоковой прошивки. В эту прошивку кое-что добавил, кое-что убрал. И давайте мы, управление, естественно, у нас идет и фляй-пульт, как вы видите, и обыкновенным пультом. И что главное в этой прошивке, как вы видите, также можно управлять мышкой в этой прошивке. Значит, вот это у нас стоковый лаунчер QuickStep. Еще один лаунчер, Media Box лаунчер, и еще один лаунчер, MS лаунчер. Давайте посмотрим сейчас на стоковый лаунчер. И как мы видим, вот такой лаунчер стоковый вы получаете. Вы получаете здесь дополнительные программы. Естественно, прошивку я разогнал. Добавил сюда еще одну дополнительную клавиатуру. Добавил скрин-сервер. Добавил iStream Media, как вы видите. Это генератор для скачивания торрент ссылок, просмотра онлайн видео. Также тут добавлено еще один дополнительный Play Market. Есть файл Linked, это мое файловое хранилище. И как к этому файловому хранилищу подключиться, вверху сейчас будет подсказка. Вы можете посмотреть видео, как к файловому хранилищу подключиться и что там имеется. Также тут добавил еще зеркалирование, программа для зеркалирования мобильного телефона. Коди уже установлен был. Chrome браузер был установлен. Медиа-центр, как вы видите, тоже был установлен. Добавил еще программу для очистки memory, RAM памяти. Ну, естественно, Miracast отлично тоже работает в стоковой прошивке. Movie Player. Добавил также программу NUM, как ее называют. Программа для просмотра онлайн ТВ, онлайн кинотеатров. Root Explorer, как всегда, я добавляю в свои прошивки. Перезапуск системы в Recovery TWRP или в стоковый Recovery. В этой прошивке установлен стоковый Recovery. Также тут добавлена программа Televiso, программа для просмотра IPTV. Сюда можно добавлять свои плейлисты. И вот здесь еще одна программа для замены или же добавления своих wallpapers, то есть обоев
По умолчанию здесь установлены обои, и вы можете здесь выбрать любые обои. В самой прошивке уже установлены обои. Я вшил в систему вот такие обои. Можно поменять, если вы желаете работать на MS Launcher. Также есть статус-бары, которые автоматически скрываются. Как вы видите, мышкой можно вытянуть, и автоматически они скрываются. Также тут есть у меня программа для просмотра ТВ. В прошивке она тоже будет присутствовать. Я ее сейчас включать не буду, и вы знаете причину. Также в самой прошивке уже был установлен Explorer браузер, который прекрасно также работает. И YouTube. Вот мы были сейчас на YouTube. И как вы видите, вот рекламные ролики. Я не думаю, что YouTube за это забанит. Аквариум. И если мы возьмем голосовой пульт и управление через фляй-пульт голосом Василий Шевчук. И как вы видите, прекрасно находит мой канал. Да, кстати, как вы можете заметить, я последнее время устанавливаю субтитры. И эти субтитры, если вы зайдете на мое видео и пультом можно также поставить на паузу. И вот здесь, если вы возьмете другое и настройки, тут вы можете включить субтитры. Субтитры я устанавливаю английские, иврит для пользователей иврита говорящих и русские. По умолчанию работает без субтитров. Если вы включите английские субтитры и запустите ролик по новой, у вас будут английские субтитры. Hi guys, hi girls, Shalom Израиль. Как вы видите, есть английские субтитры и можно этим пользоваться. Очень много смотрят. Давайте по новой перейдем на стоковый лаунчер. И этот стоковый лаунчер вот такой. И вы можете здесь свободно перетягивать ярлыки на рабочий стол. Зажали ярлык мышкой и перетягиваем на рабочий стол. Также можно устанавливать виджеты. Виджеты это вы уж сами выбираете. Любые, допустим, виджет вот такой, часы. И вы можете сами подстроить под свои нужды этот лаунчер. Давайте перейдем на следующий лаунчер. И мы перейдем на MS Launcher. MS Launcher. Этот лаунчер очень даже неплохой. Работают все кнопочки. Все прекрасно работает. Также работает YouTube. Также Play Market и настройки. Настройки очень даже хорошо. Вы можете зайти в настройки и посмотреть об устройстве. Об устройстве сборка TOX VS9 2020-08-12. То есть это на базе стоковой прошивки. Я ее немножко разогнал, буфер обмена, графическую карту, добавил некоторые свои плюшки, очистка memory, очистка папок temp файлов. Также в прошивке уже присутствует папка temp. Если кто-то использует папку temp в RAM памяти, как вы видите, папка temp присутствует
и имеет root права с разрешением запись и стирание, обнуление папки temp. Это для тех, кто работает на iStream Media. iStream Media можно выбрать, как вы видите, первый запуск iStream Media. И тут есть некоторые настройки. Сейчас у нас идет запуск. И у нас выйдет сейчас меню, которое нам говорит или же купить версию, вы можете купить эту версию, или использовать басисную версию. Если вы желаете купить, пожалуйста, вы можете купить ее, нажав на эту кнопку. Если вы желаете использовать басисную версию, нажимаем «Спасибо, басисной версии мы обойдемся». Заходим в приложение, и вот здесь у нас настройки iStream Media, генератора. Я уже показывал это уже не раз. Ну, давайте я вам сейчас быстренько это покажу, и вы сами можете настроить. Это не раз я уже показывал. Буфер WOP мы настраиваем 60. Буфер Live мы настраиваем 60. Output Video Live Original. Output Video WOP оригинал. И я еще вот здесь добавляю максимальное количество потоков 100. То, конечно, не бывает, но бывает, доходит, если новый фильм. И что я вам хочу показать. Вот здесь при выборе папки кэш выбираем папку, идем выше, еще раз выше, еще раз выше, и мы доходим до Emulate Storage, и еще раз выше. И вот здесь папка RAM. И эта папка RAM, естественно, мы можем назначить папку temp. Нажимаем ОК, и у нас бокс применяет, сама программа применяет, что наш кэш будет записываться в RAM память temp. Немножко быстрее работает бокс с RAM памятью, нежели с ROM памятью. По умолчанию папка выбирается вот здесь. Если мы можем заметить память, вот папка, которая выбирается по умолчанию. И именно вот здесь у нас кэш. Ну, разница есть, работать или с ROM памятью, или с RAM памятью. Немножко быстрее работает. Но это выбор, естественно, за вами. Кто как желает настраивать. Я показал опцию, как это можно настроить. Для чего в прошивке создается папка temp. Папка temp в прошивке очищается после перезагрузки самой системы. И как мы видим, вот здесь некоторые файлы, которые я вкладывал. Это у нас дата. Если мы зайдем вот сюда на ES, вот здесь у нас есть обои, которые я вкладывал. Если кто-то желает их поменять, пожалуйста, ребята, все в ваших руках. Но давайте выйдем с Root Explorer, и мы сейчас смотрим вот на этот лаунчер. Этот лаунчер нам дает возможность сменить обои. Давайте зайдем через специальную программу, которая нам меняет обои. И если мы зайдем вот сюда, по дефолт
выбираются обои, и тут их установлено 5 штук. Вы также можете выбрать, если у вас к боксу будет подключен USB накопитель или SD карта, у вас здесь появится еще одна папка. И вы можете выбрать свои обои. Если мы выберем по умолчанию, допустим, вот эти обои, у нас обои выберутся по умолчанию. И как мы видим, лаунчер изменил обои Wallpers. Далее нажимаем вот здесь на статус-бар, линейка, которая, как вы видите, автоматически исчезает. Если мы нажмем долгое нажатие, у нас появится... Здравствуйте, я ваш ассистент, и моя задача искать информацию и выполнять просьбы. Голосовой вот помощник. Что я могу для вас сделать? В этой прошивке установлено 3 вида голосового поиска. Если мы на рабочем столе нажимаем на кнопку «Голосовой поиск», у нас высвечивается или Google, или ассистент. Если мы нажмем на Google, у нас высветится файл-браузер поиск. Раз, два, три, как вы видите, у нас сейчас... Вот что нашлось на сайте Google. Все прекрасно работает. Если мы нажмем еще раз и выберем Google Ассистент, как вы видите, просит разрешение на управление голосом, и у нас вот здесь внизу высвечивается голосовой поиск. Сейчас мы еще раз сделаем это. С возвращением. Пожалуйста. Нажимаем на кнопку «Голос» и выбираем Google Ассистент. Раз, вот два, что мне три. удалось найти. Как вы видите, прекрасно работает также голосовой поиск по программам, которые установлены в системе. То есть, если у меня установлен Wink TV Ultimate, он ищет. Если у меня установлен NUM, он ищет по всем программам, которые установлены в боксе. То есть, в этой прошивке установлено 3 вида голосового поиска. Также в файл-браузере, если вы зайдете в файл-браузер, продолжить, и я не хочу подключаться к своему аккаунту, можно подключиться к своему аккаунту, и у вас будет полная синхронизация с Chrome браузер. И если мы нажмем вот здесь на голосовой поиск, также у нас прекрасно работает. Даем разрешение. Google Cats или Google поисковик. Да, сейчас. Я хочу открыть сайт. Сейчас я хочу открыть сайт. И в файл-браузере Chrome также работает голосовой поиск. Вот такая прошивка. Прошивку я выложу на сайте прошивок. И как вы поняли, эта прошивка будет называться под именем. Если мы зайдем об устройстве и посмотрим вот сюда. Сборка TOX 1 VS Василий Шевчук Android 9 2020-08-012. Если мы нажмем вот сюда на номер сборки 7 раз, мы получаем еще вкладку разработчиков. В вкладке разработчиков нам надо открыть опцию для записи на внешний накопитель. Как вы видите, здесь уже
включено по умолчанию root права в этой прошивке. Также вы можете нажать «Отображать состояние на статус-бар». Статус-бар отлично работает. И как вы видите, сейчас у меня здесь запущен iStream Media. Можем очистить все. И у нас статус-бар высвечивается только те приложения, которые запущены в фоне. И еще раз зайдем на дополнительный. Как вы видите, вот еще такой лаунчер. Этот лаунчер, который был по умолчанию в прошивке, я его не удалял, оставил. Что имеется в этом лаунчере, вы уже прекрасно можете посмотреть сами. И есть очень много обзорщиков, которые сделали на этот бокс обзоры. Я лишь даю еще одну прошивку, которая на базе основной прошивки. Да, может быть, следующая прошивка будет Android TV. Так что, ребята, подписываемся, ставим лайки, поддерживайте канал. Спасибо всем подписчикам и тем, кто еще подпишется. Тем, кто еще подпишется, вы попали на правильный канал. Канал, посвященный Android TV приставок, прошивок и ПО для системы Android. Ребята, всем крепкого здоровечка, огромных знаний в системах Android. Будьте здоровы, до свидания, до следующего видео.